Превышение власти и служебных полномочий, незаконное применение мер административного принуждения и пресечения, служебная халатность, соучастие в совершении умышленного преступления с целью захвата государственной власти. Как вы думаете, в каком ведомстве в Беларуси совершено такое количество преступлений? Вы думаете, это МВД, КГБ или, может быть, ОАЦ? Нет. Сегодня речь пойдет про Министерство по чрезвычайным ситуациям. Добрый день, уважаемые белорусы! С вами Станислав Лупоносов. Мы ни в коем случае не хотим ставить клеймо на всем ведомстве, потому что очень многие работники МЧС уволились в знак протеста, а также многие продолжают свою службу, исполняя свои функциональные обязанности с честью и не нарушая закон. Хочу сказать слова благодарности этим работникам МЧС. Как все помнят, первую волну недовольства в белорусском обществе вызвала реакция власти на пандемию коронавируса в начале 2020 года. Но немногие знают, что ключевую роль в игнорировании и замалчивании проблемы сыграло именно Министерство по чрезвычайным ситуациям. Руководство МЧС настолько сильно заглянуло в рот диктатору на словах «здесь нет вирусов никаких», что ведомство, в обязанности которого входило реагирование на подобные ситуации, не сделало ничего. Проанализировав сложившуюся в мире обстановку с COVID-19 и получив первые подтвержденные факты заражения в Беларуси, согласно статьи 8 и статьи 12 Закона Республики Беларусь о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, МЧС обязано было публично объявить чрезвычайную ситуацию. Сначала на определенных территориях, а по мере распространения вируса и по всей стране. Такой статус позволил бы руководству МЧС вместе с Главным управлением государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны запустить комплекс мер по предупреждению и ликвидации этой чрезвычайной ситуации. В компетенцию МЧС входит использование практически всех доступных ресурсов и резервов как в стране, так и за рубежом для ликвидации ЧС. В МЧС стекалась информация со всей страны о сложной обстановке. Руководство МЧС и все должностные лица ведомства, в обязанности которых входило реагирование на чрезвычайные ситуации, знало о том, что в системе здравоохранения не хватает кислорода, а в некоторых медучреждениях кислородопроводы находились в критическом состоянии. Знала, что не хватает защитных костюмов и респираторов и многого другого. Ежедневно информация по ситуации в стране и во всем мире собиралась и доводилась до министра, его заместителей и Совета Безопасности. Однажды по ошибке подобная информация была разослана в областные управления и оказалась в распоряжении независимых СМИ. Владея всей полнотой картины, МЧС не обратилась к государственным резервам. Кстати, сам департамент по материальным резервам страны входит в структуру МЧС и возглавляет его до настоящего времени Бондарь Евгений Владимирович. МЧС не начала закупку необходимых средств у поставщиков. МЧС не обратилась за помощью к иностранным государствам. Очень важно заметить, что такая возможность была. Такой возможностью успешно пользовались другие страны, обмениваясь информацией о своих потребностях и оказывая помощь друг другу. В этот международный хаб взаимопомощи входит и Беларусь. Называется он «Консультативная группа Инсарак», входящая в управление по координации гуманитарных вопросов ООН. Страна-участник в случае произошедшей на ее территории чрезвычайной ситуации могла отправить запрос на помощь в организацию. Другие страны, имея в резерве эти ресурсы, оказывали международную помощь. За помощью белорусская МЧС так и не обратилась. Белорусы помогали себе сами. Граждане страны собирали деньги, приобретали и передавали медикам первоочередные средства для спасения наших сограждан. Страшно представить, какое количество жизней белорусов можно было бы спасти, используя как ресурсы внутри страны, так и получив вовремя международную помощь. Для должностных лиц МЧС это квалифицируется как служебная халатность. Статья 428 Уголовного кодекса.
неисполнение либо ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо иные тяжкие последствия. Наказание – лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Курировал эту работу и активнее всего не разводил панику, а значит теперь несет персональную ответственность первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев. Как гром среди ясного неба, для привыкшего сидеть в стороне от политики силового ведомства грянули протесты. Белорусы мобилизовались на улице. Но кашисты также должны были мобилизовать свои силы. И тут, конечно же, Совет Безопасности во главе с диктатором вспомнил про целое ведомство численностью аттестованных работников около 20 тысяч. Подразделения военизированные, работники на контрактах, в структуре команда идеологов и особистов. Идеальный инструмент в руках преступников у власти. А теперь о преступниках в МЧС. За все совершенные преступления ведомство, безусловно, несет ответственность руководитель. И не зря. По всем громким случаям, где сотрудники МЧС высказывали свою гражданскую позицию и несогласие с насилием, личное указание о немедленном увольнении сотрудников давал именно министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. Но после выполнения самой грязной работы уже в январе 2021 года освобожденный от должности. К месту хочется напомнить эпизод, как семья Ващенко пыталась продать часть своего дома в Дроздах сразу накануне выборов, видимо потеряв надежду, что и Лукашенко, и сам министр переживет сложный 2020 год. В настоящее время так дом и не продан, а объявление удалено. Заместители министра не отставали от начальника в подобострастии диктатору. Так, курирующий идеологическую работу и кадры Андрей Юржиц в августе 2020 году отдал приказ всем работникам МЧС принять участие в митинге в поддержку Лукашенко. На фото с облетевшей все СМИ в гражданской одежде изображают поддержку простых граждан Беларуси два других заместителя министра по чрезвычайным ситуациям. Это усердно хлопающий слева Анатолий Долголевец и справа Игорь Болотов. Юржиц там тоже, конечно, присутствовал, ведь он контролировал присутствие личного состава на мероприятии. К слову, только аппарат МЧС и подразделения при МЧС – это сотни человек. Как вы догадались, все присутствовавшие работники также были в гражданской одежде и изображали массовую народную любовь захватившему преступным путем власть диктатору. Сообщаем, что работники МЧС большей частью все же присутствовали на митинге, опасаясь увольнений и репрессий со стороны идеологов и службы собственной безопасности. Но вместе с тем, все, кто имел возможность по той или иной причине откосить, это сделали. Идеолога Юржица уволили и вовсе в возрасте 45 лет, что для генеральской должности очень рано. Идеологические и кадровые подразделения ведомства исполняли и продолжают исполнять самую грязную работу в обслуживании диктатуры. Здесь и непродление контрактов, и увольнение, и предвзятая аттестация с неугодными. Отдельным пунктом можно выделить принуждение к участию работников в предварительном голосовании. Примечательно, что это незаконное требование идеологи мотивируют исключительной необходимостью дежурства работников МЧС на избирательном участке в основной день голосования. И вот, по взмаху волшебной палочки в Центральной избирательной комиссии появляется несколько десятков тысяч предварительно проголосовавших граждан. На самом же деле нет никакой потребности в дежурстве всех работников МЧС на участках. Зоны, где размещены избирательные участки, не являются ни взрывоопасными, ни пожароопасными. Нормы и правила пожарной безопасности должны соблюдаться каждый день, а не только в день голосования. Простой алгоритм действий в случае возникновения возгорания обязан знать каждый гражданин, так же, как и член комиссии, и тем более дежурящий сотрудник милиции. Ожидаемо, министерство оказалось одним из самых протестных в числе силовых. Как следствие, недостаточно хорошо сработавших в 2020 году должностных лиц диктатор решил заменить. Министром стал милиционер Вадим Синявский, закончивший Саратовское высшее военное командное краснознаменное училище имени Дзержинского МВД СССР и всю свою жизнь проработавший в системе МВД и СБП.
В 2021 году новый министр без лишнего шума в аппарате провел реструктуризацию, и 3 ранее обычных управления стали главными управлениями. Повысились потолки званий, зарплаты. По мнению самих сотрудников, систему МЧС милиционер-министр делает схожей с системой МВД. Закупка собственных полиграфов – еще одно тому подтверждение. Страх и желание замазать в своих преступлениях как можно больше подчиненных вынудили диктатора принять поистине необычное решение. На базе органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям в октябре 2020 года начали формироваться группы противодействия протестам и охраны зданий МЧС. Группы комплектовали отделы кадров с отделами собственной безопасности из наиболее преданных и отбитых сотрудников, которые действительно готовы были выполнить незаконный приказ. Всего по стране таких набралось 1298 сотрудников. Совсем не случайно после 2020 года в каждом областном управлении и Минске оборудуются оружейные комнаты и завозится оружие. Проводятся ежегодные занятия по огневой подготовке со всем личным составом. Отдельная учебная программа для сформированных групп отработана на базе части внутренних войск 5448. Информируем, что в рамках возложенных на органы и подразделения по чрезвычайных ситуациях задач в условиях мирного времени необходимость в огнестрельном оружии отсутствует, за исключением отдельных случаев обеспечения охраны при перевозке взрывчатых веществ либо секретной документации. Из этого делаем вывод. Диктатор собирается это оружие использовать либо для подавления протестов, либо собирается развязать войну, либо и то, и другое. Все эти действия можно квалифицировать по статье 426 УК Республики Беларусь «Превышение власти или служебных полномочий». Но вернемся к Худолееву, ярый служака до сих пор в обойме диктатора. Именно этот человек участвовал в ежедневной работе оперативно-ситуационного штаба по подавлению протестов и возил туда информацию об обнаруженных флагах, символике, отчитывался о составленных административных протоколах. Именно за подписью Худолеева пришло указание во все подразделения МЧС вменить в обязанности дежурных смен поиск и обнаружение символики при движении всей аварийно-спасательной техники ведомства по дорогам общего пользования. Информация сводилась и передавалась через центры оперативного управления прямо к Худолееву и в Совет Безопасности. МЧС выполняла задачи, которые не входят в компетенцию ведомства. Указания были незаконными, а поэтому исполнению не подлежали. Областные начальники управлений и первые замы приняли под козырек. Дальше больше. При обнаружении на работников МЧС ложилось обязательство о снятии флагов и символики на высотах. А теперь самое интересное. Практически во всех небольших городах имеются в расчете только одна автолестница на весь населенный пункт для эвакуации людей с высоты и тушения пожаров в многоэтажных зданиях. Таким образом, автолестница, занятая снятием национального флага, не может принять участие в спасении людей в случае возникновения пожара или другой ЧС. Каждый раз, снимая национальный флаг, работники МЧС подвергали неоправданному риску жизни и здоровья белорусов по всей стране. И снова Худолеев. Именно он курировал работу отделов надзора и профилактики. Вся инспекция государственного пожарного надзора работала в ручном режиме по всей стране. Повсеместно составлялись протоколы на председателей жилищных кооперативов и граждан, замещавших национальную белорусскую символику, составлялись протоколы и выносились постановления о запрещении эксплуатации объектов предпринимателям, которые поддержали забастовку или имели в продаже символику. Уже 6 октября 2020 года принято постановление МЧС номер 39 о внесении изменений в правила пожарной безопасности, утвержденные совсем недавно, 25 марта того же года, о запрете вывешивания на фасадах зданий горючего текстиля. Так быстро и так часто правила пожарной безопасности не менялись в Беларуси никогда. Таким образом, при помощи МЧС режим убрал национальные символы с улиц и подавил самую видимую часть белорусского протеста. Государственная власть в Республике Беларусь удерживается диктатором неконституционным путем. Ответственность за совершенное преступление предусмотрена Уголовным кодексом. Должностные лица, принимающие неконституционные правовые акты, отдающие и исполняющие незаконные приказы,
являются соучастниками в этом тяжком преступлении. Сотрудники МЧС, пишите на наши официальные каналы. Только совместными усилиями мы сможем прекратить беззаконие в нашей стране. Разом до перемоги! Живе Беларусь!